Всем привет, с вами Дэн, и как видите, супер-мега-экстра бюджетный бренд Omax, который появился в 1946 году аж в Швейцарии. И вот он на обзоре. Я знаю, многие мне писали: Дэн, а где прям супер такие народные, прям по-настоящему народные часы? Ну, пожалуйста, сегодня мы рассмотрим Omax. Тут даже инструкция на русском языке. Они, видите, тут даже официально, я так понимаю, импортируются. Брал на Яндекс.Маркете. Ссылочки все я поставлю в описании к ролику. Где-то за 2200 рублей я там брал, плюс там всякие, знаете же, бонусы, да, на Яндексе. В общем, короче, можно прилично в этом плане сэкономить. Короче, тут даже швейцарская, да, регистрация компании Montre Omax, 46 год. Потом я читал, значит, что они вроде как штаб-квартиру перенесли в Дубай. Делают, естественно, все в Китае. Но какая кому разница? Сейчас все делается в Китае. И за 2200 рублей вы реально думаете, что часы будут швейцарские? Конечно, нет. Да пофигу. Супер бюджетно. Коробочка тоже супер бюджетна. И выглядит-то симпатично. Симпатично выглядит. Так, ага, здесь не пойму пока. По-моему, пленки нет. Значит, сейчас вот я с браслета, точно на браслете есть пленка, ее сниму, а потом уже продолжу. Так, ну что, значит, пленки сняты. Вот такая у нас еще бирочка. Батарейка на 4 года. На 4 года. А я вам расскажу, что там за батарейка. Там стоит батарейка TMI, Time Module, компания, которая принадлежит Seiko Epson. Так что от Швейцарии здесь вообще ничего не осталось, кроме изначального, да. Ну, опять же, пофигу. Значит, линейка это называется Omax Premium. Премиум, кварцевая, значит, здесь батарейка, уже сказал. 30 метров водозащиты, то есть руки помыть, под дождь попасть. Окей. Браслет стальной, корпус латунь с IP покрытием. С IP покрытием, ну, похоже на то. И что еще? Значит, механизм плюс-минус 20 секунд в месяц. Ну, вполне себе такое обычное значение для кварцевого механизма. В общем, давайте смотреть, что же это за мега-ультра-бюджетные часы. Ну, с учетом того, что бренд известный, бренда полным-полно продается у нас во всех магазинах, на маркетплейсах и так далее. Все его хорошо знают, так что будем, так сказать, максимально детально смотреть, что тут и как. Давайте сразу по размеру. По безелю, значит, часы крупненькие, 44,2, высота 13,3, по ремешку 22, и от ушка до ушка, ушки здесь длиннющие, да, 53 практически, мое запястье 18,5, ну, собственно, вот такая вот посадка получается. Ну, такая кастрюлька по посадке, браслет низко находится, так что прям, ну, максимально такой брутальная мощь. На фотке они симпатично смотрелись, благодаря тому, что здесь немножко винтажик такой, да, тут вроде как люм нанесен, метки чуть зеленые, стрелки чуть желтые, ну, в общем, как-то смотрелось еще под амфибию безель, правда, он не крутится, бутафорский безель, к сожалению. Ну, в общем, вживую, честно говоря, уже не такое впечатление. Но давайте сразу определимся. Я сразу хочу сказать, что цена, ну, просто супер низкая, 2200 рублей. Это вот просто представьте, вот вы пошли в супермаркет, что вы там можете взять. А здесь все-таки нам часы аж предлагают, да, и уже в ритейле, уже с уплатой налогов там и все тому подобное, да. Значит, стекло здесь минералочка, да, и оно очень мутное, вот честно скажу. Мне казалось, когда я их открывал, что там какая-то пленка, но пленки нет, просто вот такое стекло. Оно даже как-то прям звенит, как будто просто стекло обычное, вот прям самое такое бьющееся поставили. Не знаю, ничего сказать не могу. Вдруг у кого такая модель есть, напишите, как оно в эксплуатации. Вот, но выглядит прям мутновато, как, знаете, такая бутылка, которую несколько раз помыли, потом поиспользовали, и вот она такая же мутная стала. Циферблат максимально плоский. Максимально плоский здесь. Он, конечно, отдельная вот эта шкала часовая, минутная идет, но она вот как из фольги сделана. И стрелочки тоже очень тонкие, такие же тоже, как из фольги, с учетом того, что высокий безель зачем-то сделали. А это все внизу, объем не чувствуется, да, и как-то вот, ну, плосковато, да, все. И плюс еще, посмотрите, внутренняя часть ранта зеркальная, и она отзеркаливает, и получается какой-то пустой очень циферблат. Но, с другой стороны, логотип накладной, как многие любят. Метки, так или иначе, тоже накладные.
Премиум указано, водозащита указана, так что прям, ну, шик, да, шик. На Ближнем Востоке же очень эти Омакс продают, ну вот и в России у нас тоже много. Ну, безель бутафорский, как будто бы краска здесь вылезла, конечно, это вот мне не нравится, вот на картинке было поинтереснее. Корпус полностью зеркальная полировка, она очень паршивая, и опять же понятно, что цена все-таки 2000 рублей. 2000 рублей, и ну, без слез на такой корпус, конечно же, не взглянешь. Может быть, шагрень тут везде, может быть, лет 20 назад это было бы окей, и в 90-х это было бы просто вау, но в 2024 году, конечно, это очень-очень бюджетно, супер бюджетно, то есть вот прям, ну, как бы я бы сказал, знаете, пока что вопросы ко всему, пока что абсолютно ко всему вопросы. Браслет. Браслет, как видите, не литой, жестяночка такая, как на старой доброй классической амфибии, и такая же застежечка. Все это, конечно, не вызывает какого-либо доверия. Еще, кстати, островатая вот эта часть, так что ноготь будет постоянно. Ну, застежка, да. Ну, тут, то есть тут прям максимальный дешман, конечно, в этом плане, да. Здесь японский механизм, задняя крышка хлопушечка у нас идет. И, ну, собственно, здесь все. Что по весу, кстати? По весу 118 грамм. Ну, они такие не тяжелые, да. Не тяжелые. Так, ну, знаете, давайте все-таки макро посмотрим, потом будем какие-то итоги пытаться подвести. Итак, у нас сметочки, зеркальная полировка, накладные, мутноватое стекло, ну и вот, собственно, здесь немножко понятно, какое качество отделки по корпусу. И тот самый браслет, который у нас в винтажном, я бы сказал, стиле. Кстати, кто вдруг ждал люма на этих часах, здесь его не имеется. Если вы подумали, что я специально эти часы хочу как-то принизить, да, то я вам скажу нет, отнюдь. Я просто сказал в плане качества отделки, чтобы не было каких-то, знаете ли, завышенных ожиданий, потому что сейчас люди уже привыкли, да, что за небольшие деньги стали производить качественные часы. Но здесь нужно понимать, здесь это супер небольшие деньги. То есть более-менее приличное качество часов в плане отделки корпуса и браслета это все-таки ближе к $100. Ну, плюс-минус там 80-100. И это около 10 тысяч рублей. Сейчас мы говорим про часы, которые стоят чуть дороже, чем 2000 рублей. То есть в 5 раз дешевле. И здесь все равно будет стоять японский кварц. И они достаточно прилично собраны сами по себе. Да, здесь детали дешевые, но часы собраны достойно. И как ни крути, у них еще и внешний вид достаточно приятный. Поэтому я скажу так. Если вам нужны часы на убой, которые вот абсолютно не жалко, и которые должны стоить ну просто на минимум денег, но у которых будет более-менее известный бренд, надежный японский кварцевый механизм, то за 2000 рублей, а большинство ведь производителей даже такой браслет вам, да, продадут за те самые 2000 рублей, а здесь вы получаете целые часы. За 2000 рублей это, конечно же, просто бомбяо, да. Не нужно предъявлять к ним каких-то завышенных ожиданий. И опять же, если вы их себе купили, то, конечно же, не думайте, что ой, а почему здесь полировка такая не очень хорошая? Потому что цена. Так что за свою цену это, конечно, супер. Ну, даже неожиданно. Здесь даже безель какой-то есть, да. Здесь много металла в этих часах. За свои деньги, да почему, собственно, нет. Есть эти Омакс даже и подешевле, там, если это не в таком вот дайверском стиле. Можно еще проще взять. Так что, слушайте, я, честно говоря, удивлен. Очень удивлен. Очень доступная цена. И, в принципе, за свою цену часы окей. Пишите, если у вас что-то из Омакс, какие часы, может быть, еще показать на обзоре. Ну и ваше мнение, да, купили бы вы себе такие часы или уже, или нет, например, да, или у вас уже много их в коллекции, да, или у вас связаны какие-то частички, может быть, истории ваши с этими часами. Пишите в комментариях, будет интересно. А у меня на этом все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.